Всем привет! Меня зовут Кристина, и вы на моем канале о вязании. В этом видео мы с вами рассмотрим, как вязать вот такие классные варежки. Варежки вяжутся очень легко и просто, и я думаю, с ними справится даже любой начинающая вязальщица. Эти варежки связаны вот из такой вот пряжи. Это стопроцентная альпака от фирмы Drops. Моточек идет по 50 грамм, и в моточке 167 метров. Как аналог этой пряжи можно использовать тоже от фирмы Drops пряжа Nord. Моточек тоже 50 грамм, ниточка 170 метров. В составе 45% альпака, 30% полиамида и 25% шерсти. Еще один аналог тоже от фирмы Drops. Это вот такая вот пряжа Baby Merino, 100% меринос. Моточек тоже идет по 50 грамм. И ниточка там 175 метров. На эти варежки у меня ушло 2 таких моточка, 100 грамм. Варежки я вязала в 2 нити, чтобы получились плотные, теплые, непродуваемые, на круговых спицах 3,5 мм. Варежки связаны на женский размер средний, обхват ладони 19 сантиметров. У меня ладонь 19. И вы видите, как они на мне сидят. Они подойдут и на обхват ладони 18 и 20. Так как варежки очень простые, то по этому мастер-классу вы сможете связать эти варежки на любой размер. Так как размер мы регулируем по обхвату ладони, по ширине варежки, по клину для большого пальца, да. Клин вывязывается с помощью прибавок, поэтому там тоже мы регулируем и вяжем столько прибавок, сколько нам нужно. Ну и сам пальчик, вышину вяжем столько рядов, сколько нам нужно. Снимаем петли для большого пальца в ширину. Ну и длину ладони вы тоже уже по рядам сможете связать, сколько вам надо. И давайте пройдемся по размерам. Ширина варежки 9 сантиметров. Так, манжета. Длина манжеты 9 сантиметров. Вот эта вот темненькая вставочка 5 сантиметров. Косичка. Рябая вставочка получается 4 сантиметра. Потом сама косичка. Длина вот эта вот между двумя косичками 8,5 примерно. Здесь вставочка рябая 4 сантиметра. И вот эта вот темная вставочка, где мы закрываем варежку, здесь длина 5 сантиметров. Сам пальчик до убавок 5,5 сантиметров. Уже с закрытием получается 6 сантиметров. И ширина пальчика 3 сантиметра. И вот такие красивые, симпатичные варежки получаются. Они очень теплые, мягенькие. Альпака после этого распушается. Варежки очень удобные. Они очень хорошо сидят на руке. Манжет здесь довольно удлиненный. Но я варежки всегда вяжу с удлиненным манжетом, чтобы не продувал ветер. Пальчик вывязан таким вот образом, анатомическим. Вяжется он легко и просто. В мастер-классе вам расскажу. Декоративные дорожки придают такой вот шарм. И давайте приступим вязать наши варежки. Итак, что нам потребуется, чтобы связать эти варежки? Конечно же, пряжа. Пряжа вот такая вот. Это Drops, стопроцентная альпака. Моточек 50 грамм и метраж 167 метров. Здесь у нас цвет 3112. Это пыльно-розовый. И второй цвет это 3800. Это лиловый цвет. Вязать будем в 2 ниточки.
Далее нам понадобятся круговые спицы, леска 80 сантиметров, 3 миллиметра. Еще одни круговые спицы, тоже 80 сантиметров и размер 3,5 миллиметров. Счетчик рядов. Я использую счетчик рядов, но вы подсчитывать ряды можете, как вам удобно. Далее такая вот булавка. Это для большого пальца. Если такую используете, но я такую не использую, буду использовать вот такие две бросового цвета ниточки. Далее нам понадобится иголка. Еще нам понадобятся маркеры. Ну и, конечно же, ножницы. Итак, для начала я коротко расскажу, как определить, сколько петель вам набирать. Моя плотность в 10 сантиметров 23 петли. Я уже связала образец на спице 3,5 миллиметра лицевой гладью. И у меня получается в 10 сантиметров 23 петли. И итого получается 1 сантиметр у меня 2,3 петли. Моя окружность ладони 19 сантиметров, поэтому я 19 умножаю на 2,3, у меня получается 43,7. И я беру мне удобное число, кратко 2, это у меня 44. Так вы можете рассчитать на любой размер, на любую окружность вашей ладони. Просто вставляете вашу плотность, да, и умножаете на окружность ладони. Итак, на спице в размере 3,5 миллиметра мы будем набирать наши петли. Берем нашу ниточку, складываем ее в 2 сложения и начинаем набирать. Нам надо набрать 44 петли плюс 1 петля для замыкания в круг. Петли я набираю способом болгарского зачина. Я в этом видео не буду попетельно останавливаться, но в инфобоксе оставлю вам ссылку. У меня на канале есть подробный мастер-класс попетельный, как я набираю петли именно для вот этих вот варежек. Ну, конечно, вы можете набрать петли вам любым другим способом. Итак, продолжайте набирать 44 петли и замыкайте в круг, и мы с вами встретимся. Итак, я набрала 44 петли, замкнула в круг, и теперь я беру спицы 3 миллиметра и начинаю вязать первый ряд. Первый ряд вяжется очень легко, все петли лицевыми. Просто все наши набранные петли провязываете до конца ряда лицевыми, и мы с вами встретимся. Итак, второй ряд. Второй и третий ряд вяжется одинаково. Здесь тоже ничего меняется. Все петли вяжутся лицевыми. Провяжите второй и третий ряд самостоятельно. Все петли лицевыми и встретимся с вами в конце ряда. Итак, четвертый ряд. В этом ряду мы переходим на другие спицы. Берем спицы 3,5 миллиметра и продолжаем вязать лицевой гладью. И получается 4 по 14 ряд мы вяжем просто лицевыми петлями вверх. Провяжите эти ряды самостоятельно и встретимся с вами в 15 ряду. Итак, 15 ряд. Будем вывязывать косичку. Берем наш светлый цвет, складываем ниточку в 2 сложения. Таким вот образом. И добавляем к нашему вязанию. Я просто добавляю, я ничего не связываю, так как кончики потом все равно будут заправляться. И начинаю вязать косичку. Одну петлю я провязываю лицевой светлой ниточкой, вторую петлю я провязываю лицевой петлей темной ниточкой. Вот таким вот образом. И опять одна петля светлая, одна петля темная
И таким образом, чередуя, провяжите этот ряд до конца самостоятельно. И встретимся с вами в конце ряда. Итак, 16 ряд. Обе ниточки перекладываем перед работой и будем вязать дальше нашу косичку. И здесь получается, что светлой ниточкой будем вывязывать светлую петельку, темной ниточкой будем вывязывать темную петельку. И вяжем светлой ниточкой изнаночную петлю. Потом эти рабочие ниточки мы между собой перекручиваем таким образом, что темную перекладываем поверх белой, светлой. Темной вывязываем изнаночную петлю. Опять перекладываем светлую на темный, вяжем изнаночной петлей светлую ниточку, опять перекладываем темную поверх светлой и вяжем изнаночную петлю. И таким вот образом, перекрещивая рабочие ниточки между собой, чередуя цвета, провяжите до конца ряда самостоятельно. Здесь главное не спутать очередность, как перекручиваются ниточки между собой. Мы как будто следующую рабочую ниточку перекладываем поверх той, которой мы уже провязали нашу петельку. Итак, 17 ряд. Рабочие ниточки у нас перед работой. И продолжаем вязать так же само, чередуя темной ниточкой и с темной ниточкой изнаночные петли. Только здесь уже рабочие ниточки мы перекладываем не от себя, а на себя. Таким же образом, как перед предыдущим ряду. Получается, что вот эти вот рабочие ниточки мы уже раскручиваем. В предыдущем ряду мы закручивали, здесь мы раскручиваем. И опять светлую перекладываем на темную, на себя. Вывязываем темной, перекладываем ее на светлую. И вот таким образом мы вяжем до конца ряда, чередуя. И получается вот такая вот у нас косичка. Довяжите ряд до конца ряда и встретимся в конце ряда. Итак, 18 ряд. Берем ножницы и отрезаем одну ниточку от темной пряжи и одну ниточку от светлой пряжи. И у нас остается одна темная, одна светлая, два сложения. И таким образом будем вязать дальше. Вяжем все петли лицевые. Итак, здесь получается с 18 по 27 ряд ничего не меняется. Вяжем лицевыми петлями. Провяжите до конца и встретимся с вами в 28 ряду. Двадцать восьмой ряд. Здесь мы будем вывязывать опять косичку. Здесь нам надо добавить обратно наши ниточки. Берем темную ниточку, добавляем. Потом добавляем нашу светлую ниточку. Таким вот образом. И вяжем нашу косичку. И этот ряд у нас опять одна петля лицевой светлой ниточкой, одна петля темной ниточкой лицевая, лицевая петля светлой ниточкой, и таким образом надо чередовать эти петельки. Одна темная, одна светлая. Довяжите до конца ряда самостоятельно и встретимся с вами в конце ряда. 29 ряд. Рабочие ниточки у нас находятся перед работой. И здесь опять, как и в предыдущей косичке, провязываем светлой ниточкой светлую петлю, темной ниточкой темные петли. Петли вяжутся изнаночными
И рабочие ниточки между собой перекручиваем. Здесь мы первый ряд перекручиваем, перекладывая от себя. Вот таким вот образом. Так же самое, как мы вывязывали предыдущую косичку. Ничего не меняется. Провяжите этот ряд до конца и встретимся с вами в конце ряда. 30 ряд. Продолжаем вязать косичку. И в этом ряду мы рабочие ниточки перекручиваем в обратную сторону. Получается, петельки вяжем изнаночными петлями, а ниточки перекручиваем на себя. Все то же самое, как в предыдущем косичке. И здесь рабочую ниточку как будто мы раскручиваем обратно, потому что в предыдущем ряду мы ее закрутили. Вот таким вот образом. Чередуя, перекручивая ниточки, продолжаем вывязывать нашу косичку. Довяжите ряд до конца и встретимся с вами в конце ряда. 31 ряд. Берем ножницы, отрезаем нашу темную ниточку. Она нам пока что не понадобится. Хвостик можем убрать, чтобы он нам не мешался. Вот таким вот образом. И этот ряд продолжаем вязать все петли лицевыми нашей светлой рабочей ниточкой. Вот таким вот образом. Довяжите ряд до конца и встретимся с вами в конце ряда. 32 ряд. Здесь будем начинать вывязывать наш большой пальчик на левую ладонь. Берем маркер и на первые спицы в конце перед двумя петельками вставляем маркер. Вот таким вот образом. Вяжем лицевыми петлями до нашего маркера. Довяжите до маркера, и я расскажу, что мы будем делать дальше. Довязали до нашего маркера, и здесь мы начинаем делать прибавки для нашего большого пальца. Прибавку делаем вот таким вот образом. Накидом от себя. Перебрасываем маркер. Провязываем 2 оставшиеся петли этой спицы. Далее довяжите до конца ряда и встретимся в конце ряда. Итак, 33 ряд. Нам надо довязать до нашего маркера, так как там у нас прибавка. Я вам покажу, как провязать эту прибавку. Довязали до нашей прибавки, вот она. И мы ее за заднюю стенку вот таким вот образом провязываем лицевыми. Таким образом у нас прибавка получается скрещенная. Маркер перебрасываем, 2 петли лицевые. И далее заканчиваете ряд лицевыми самостоятельно. Так, 34 ряд. В этом ряду продолжайте делать прибавку. Опять провязываете один ряд без прибавок. И таким образом надо вверх провязать еще 9 прибавок. Одну мы уже сделали, 9 осталось. На спице у вас должно быть 32 петли и прибавлено 10 прибавок. Провяжите этот промежуток самостоятельно, встретимся в конце. Итак, провязала я 10 прибавок. У меня на спице 32 петли. И теперь нам надо снять петли для большого пальца. Можете брать такую булавку, но я ей не пользуюсь, я буду петельки снимать на бросовую нить. Берем маркер и от этого маркера вправо отсчитываем 12 петель. Эти 12 петелек мы снимем для большого пальца.
Поставьте маркер вот таким вот образом. И провяжите лицевыми петлями до первого маркера, который мы только что поставили. Итак, довязали до нашего маркера. Маркер убираем, он нам больше не нужен. И я беру свою бросовую ниточку и покажу, как я снимаю петельки для большого пальца. Я беру этой ниточкой, провязываю первую петлю лицевую, вторую лицевую и первую протаскиваю через вторую. И так далее я продолжаю. Это тот же самый принцип, как мы закрываем наше вязание, например, плечевые изделия. Мне этот способ очень нравится. И даже если нету такой булавки, то очень легко можно таким образом снять эти петельки. Потом бросовая ниточка распускается, петелька одевается обратно на спицу и вяжется. Таким вот образом. Вот наша последняя петелька. Здесь хвостик надо вытащить, чтобы не распустилось. Маркер убираем. И теперь вяжем дальше. Под пальцем нам надо сделать 2 прибавки, чтобы у нас опять на первой спице были 22 петли. Вот таким вот образом я прибавляю 2 петли, накидываю на пальчик, скрещиваю и одеваю на спицу и затягиваю. И далее 2 оставшиеся петли провязываем лицевыми и ряд до конца провяжите лицевыми. В предыдущем ряду мы обнулили наш подсчет, и я начинаю опять подсчет рядов с первого. Здесь в этом первом ряду нам надо довязать до наших прибавок. Довяжите до прибавок, я покажу, как провязать прибавки. Вот наши 2 прибавки. И я их за переднюю стеночку провязываю лицевыми. За переднюю стеночку. Вот таким вот образом. И они у меня получаются скрещенные. 2 петли лицевые на спице оставшиеся и до конца ряда провяжите лицевыми. Итак, второй ряд. Второй и третий ряд вяжутся все петли лицевыми. Здесь ничего у нас не меняется. Провяжите самостоятельно. И встретимся с вами в 4 ряду. Итак, 4 ряд. В этом ряду, в 4, в 5 и 6, мы провязываем такую же косичку, как мы 2 уже провязали. Добавляете темную ниточку и повторяйте то же самое, как мы сделали, когда мы вывязывали нашу косичку. Здесь я останавливаться больше показывать не буду, так как мы уже провязали, вы уже знаете, как она вяжется. И вывяжите 3 ряда, провяжите косичку самостоятельно. Провязали нашу косичку и 7 ряд. Ножницами отрезаем одну светлую ниточку, одну темную. У нас остаются 2 ниточки. И далее вяжем с 7 по 19 ряд этими 2 ниточками лицевыми петлями. Провяжите самостоятельно и встретимся с вами в 20 ряду. Итак, 20 ряд. Что мы делаем? Здесь надо будет опять в следующем ряду провязать косичку. Добавляем одну ниточку темную, одну ниточку светлую. Вот таким вот образом. И опять 3 ряда следующие у нас вывязывается косичка. Провяжите эти 3 ряда самостоятельно. И встретимся с вами после того, как провяжете косичку. Итак, провязала я косичку.
Далее мы отрезаем нашу светлую ниточку и дальше будем вязать темной ниточкой. И получается 23, 24, 25 ряд. Мы провязываем все петли лицевыми темной ниточкой. Провяжите самостоятельно и встретимся с вами после того, как провяжете эти 3 ряда. Итак, вот мы провязали наши 3 ряда темной ниточкой и будем закрывать нашу варежку. Варежку будем закрывать по вот таким моим расчетам. Следующий ряд мы 4 петли убавим, 2 ряда не будем убавлять, опять сделаем 4 петли убавим, и так мы продолжим по этому расчету. Убавлять будем до тех пор, пока на одной спице у нас не останется 4 петли и на второй 4 петли. В итоге мы эти 8 петель просто иголочками затянем. Так, начинаем провязывать наши убавки. 2 петли вяжем лицевые, следующие 2 петли разворачиваем вот таким вот образом и за заднюю стенку провязываем вместе. Сделали убавку, далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая последние 4 петли. Вот наши 4 петли. Эти 2 петли за переднюю стенку провязываем вместе. Оставшиеся 2 петли провязываем лицевыми. Разворачиваем наше вязание. И далее вяжем 2 петли лицевые. Разворачиваем 2 петли. Вот таким вот образом. И за задней стенкой провязываем их вместе. Провязали. Далее вяжем все петли лицевые, не довязывая 4 петли. Вот наши 4 петли. Эти первые 2 за переднюю стенку провязываем вместе. Таким образом мы сделали убавку и довязываем оставшиеся 2 петли лицевыми. Итак, вот мы провязали нашу первую убавку. И далее будем продолжать убавлять по моим расчетам. Так, продолжаем вязать. Следующий ряд у нас вяжется без убавок. Здесь просто все петли провязываем лицевыми. Все убавленные петельки тоже провязываются лицевыми. И когда провяжете этот ряд, самостоятельно продолжайте по моим расчетам убавлять петельки. И таким образом мы потихоньку закрываем нашу варежку. Провяжите убавки до тех пор, пока на обоих спицах у вас останется по 4 петли. Итак, у меня остался последний ряд. Вот этот вот, где мне надо сделать еще убавки. И я вам покажу, как здесь лучше провязать, чтобы закрытие варежка было более аккуратным. Делаем таким образом. Вот эти первые 2 петли и вот эти 2 последние будем убавлять. Эти 2 петли разворачиваем вот таким вот образом и за заднюю стенку провязываем их вместе. Далее вяжем 1 петля лицевая, 2 петля лицевая и эти 2 за переднюю стенку провязываем вместе. Вот наши 4 петли. Разворачиваем вязание и то же самое повторяем на второй стороне. Первые петли 2 разворачиваем вот таким вот образом и за задние стеночки провязываем их вместе. 2 петли лицевые и последние 2 петли за передней стеночкой провязываем вместе вот таким вот образом. И у меня на спице осталось 4 петли и 4. Итак, убавили наши петли
И теперь нам надо тянуть 8 петелек вместе. Берем иголочку, отрезаем хвостик так, чтобы вам хватило затянуть петельки и потом спрятать кончики внутри варежки. Продеваем ниточку в иголочку. И что мы делаем? Вот эти вот 4 первые петли мы одеваем на иголку. Вот таким вот образом. Просто передеваем, переснимаем их на иголку. 1, 2, 3, 4. Протаскиваем нашу ниточку. Разворачиваем вязание. И оставшиеся 4 петли таким же образом одеваем на иголку. 2, 3, 4. И протаскиваем ниточку. Затягиваем петельки. И сразу же можем втянуть хвостик ниточки вовнутрь. Я это делаю вот таким вот образом. Надо варежку развернуть, чтобы удобнее было. Прям вот сюда, в эту петельку, я протягиваю хвостик ниточки. Хорошенько подтягиваю. Итак, закрыли варежку. Все аккуратно, красиво. И что мы делаем дальше? Дальше нам надо провязать варежку на правую руку. На правую руку варежку провяжите самостоятельно, так же само, как на эту, 2 косички, весь манжет. И после косички провяжите 1 ряд. И встретимся с вами, когда начнем вывязывать большой пальчик на правую руку. Итак, вот я провязала манжет, 2 косички на правую варежку и 1 ряд лицевыми. Теперь нам надо вывязывать пальчик на правую руку. Берем маркер и на второй спице, это у нас первая, вот у нас вторая спица, и в начале спицы, отсчитывая 2 петельки, вставляем маркер. Вот таким вот образом. Вставили маркер и начинаем вязать. Вяжем лицевыми петлями. Довязывая до маркера. Вот наш маркер. Вторая спица, 2 петли лицевые. Маркер перекидываем. Здесь мы прибавку делаем после маркера на себя. Накидом. Таким вот образом. И довязываете ряд до конца лицевыми петлями. Так, вяжем следующий ряд. В этом ряду я покажу, как провязать нашу прибавку. Довязали до второй спицы. Вяжем 2 лицевые. Маркер перебрасываем. Вот наша прибавка. И мы ее за переднюю стенку провязываем лицевой. Вот таким вот образом, перекрещивая эту петельку. Вот так она перекрещивается. И далее довязываете этот ряд до конца, все петли лицевыми. Далее провяжите вверх еще 9 прибавок. В общем у вас должно получиться 10, так как на левой варежке. И встретимся с вами тогда, когда будем снимать петли для большого пальца. Так, я провязала 10 прибавок. На спице у меня 32 петли. И теперь будем снимать петли для большого пальца. Берем маркер. С этого первого маркера отсчитываем 12 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вешаем маркер. Отметили.
И теперь провязываем эту спицу и довязываем до нашего первого маркера самостоятельно лицевыми петлями. Итак, довязала до я первого маркера. Вяжем 2 петли лицевые. Маркер можем убирать, он нам не нужен. Далее будем снимать 12 петель для большого пальца. Я буду снимать набросовую ниточку. Вы снимаете так, как вам удобно. Первая петля лицевая, набросовая ниточкой, вторая петля лицевая и первую протаскиваю через вторую. Одна лицевая, предыдущую протаскиваю через нее. И таким образом я закрываю бросовой ниткой петли, снимаю петли до большого пальца. Так, вот я сняла петли, затягиваю кончики, чтобы не распустилось. Маркер убираю, он нам больше не нужен. И теперь нам надо сделать 2 прибавки. Я делаю вот таким вот образом. Накидываю на палец, перекрещиваю, одеваю на спицу. И вторая. И у нас опять получается на спице 22 петли. И далее довязывать лицевыми петлями до конца этого ряда самостоятельно. Итак, следующий ряд. Довязываете эту спицу до конца лицевыми петлями до тех 2 прибавок, где мы сделали под большим пальцем. Покажу, как мы будем их провязывать. Провязала я спицу до конца. Вот наши 2 прибавки. Вяжем 2 петли лицевые. И таким вот образом за переднюю стенку провязываем наши 2 прибавки. Петля прибавки, она получается скрещенная. Вот таким вот образом. Одна и вторая тоже за переднюю стеночку. И дальше провязываете до конца ряда все петли лицевые самостоятельно. Итак, сняли петли для большого пальца. И далее вам надо провязать всю варежку, так как мы вязали левую, самостоятельно. Здесь ничего не меняется, все то же самое. 2 косички, закрываете варежку, и я вам покажу, как вывязывать сам большой пальчик. Итак, берем в работу спицы 3,5 миллиметра. И теперь наши снятые 12 петель возвращаем обратно на спицы. Вот таким вот образом. Если у вас булавка, то просто переснимайте с булавки. Если просто бросовая нитка, то с бросовой нитки. Но так как у меня петли были сняты таким образом, то я просто распускаю свою ниточку. Так, пересняла я все свои 12 петель на спице и беру светлого цвета ниточку и буду ее добавлять в работу. Итак, я все-таки в работу в помощь возьму крючок, добавляю свою ниточку. И теперь нам надо поднять еще и дополнительно 4 петли. Смотрите, здесь дорожка, вот одна петля, я подхватываю за вторую, таким вот образом, крючком на себя, и перекрещивая ниточку, я вытаскиваю петельку. Далее у нас здесь наши 2 прибавки. И здесь одну прибавку я захватываю за одну дужку и вытаскиваю работающую ниточку, петлю. И вторую прибавку тоже за одну дужку, подхватывая вот таким вот образом, я вытаскиваю рабочую ниточку. И здесь четвертая тоже, смотрите, одна петля, вот она. Я подхватываю под следующую, перекрещиваю и таким вот образом втаскиваю петельку. И вот мои 4
Стельки подняли для большого пальца. Итак, для удобства я там, где мы добавляли ниточку, повешу маркер, обозначу то, что это у нас начало ряда, чтобы потом не запутаться в рядах, когда будем вывязывать вверх пальчик. Продолжаем вязать лицевыми петлями до нашего маркера. Вот таким вот образом. Итак, довязали до нашего маркера, перебрасываем маркер и вяжем второй ряд. 2 петли лицевые. Эти 2 петли я перекидываю на вторую спицу. Таким образом я разделяю петли пополам. На одной 8 и на второй 8. И далее вам надо продолжать вязать лицевыми петлями, закончить этот ряд и вверх еще провязать 11 рядов. Итого должно быть 13 рядов. Итак, довязываю я 13 ряд. И смотрите, у меня осталась одна петля перед маркером. Я эту петлю пока перекидываю, убираю маркер, возвращаю петлю. И здесь мы начинаем уже делать убавки для нашего большого пальца. За переднюю стенку 2 петли вместе. Сделали убавку. 1 лицевая. Разворачиваем вязание. Вяжем 1 петлю лицевую. Следующие 2 петли разворачиваем таким вот образом. И за задние петли связываем их вместе. Сделали убавку. Далее 1 петля лицевая, 2 петля лицевая. Эти 2 вместе за передние стенки убавляем. И 1 петля лицевая. Разворачиваем вязание. Далее 1 петля лицевая, 2 петли разворачиваем и за задние стенки вместе. И далее до конца спицы провязываем все петли лицевые, так как в следующий раз, в следующем ряду мы убавки не делаем. Разворачиваем вязание. Эту спицу тоже провязываем все петли лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание. 1, 2, 3. Закончили ряд. И опять повторяем убавки. За переднюю стенку 2 вместе. 1 лицевая. Разворачиваем вязание. Далее 1 петля лицевая. Эти петли разворачиваем. И за задние стенки 2 вместе. Петли убегают, скользит пряжа. Эти следующие 2 вместе за переднюю стенку. Мы их не разворачиваем. Вот таким вот образом. 1 лицевая. И последняя убавка в этом ряду. 1 петля лицевая. Эти петли 2 разворачиваем. И за заднюю стенку провязываем 2 вместе. И последний ряд. Эти 2 петли провязываем за переднюю стенку вместе, убавляем. Разворачиваем вязание. Далее первые 2 петли разворачиваем. И за задние стенки провязываем их вместе. Следующие 2 петли за переднюю стенку провязываем вместе. У нас остаются 2 петли. Разворачиваем вязание. Делаем последнюю убавку. Эти 2 петли первые разворачиваем вот таким вот образом. И за заднюю стенку провязываем вместе. И следующую петлю я провязываю лицевой, чтобы ниточка у меня была в конце спицы. Вот таким вот образом. Итак, закрыли наш пальчик, отрезаем ниточку. Берем иголку
Вдеваем ниточку в иголочку. Вот таким вот образом. И вот эти первые 2 петли одеваем на иголку. Оттаскиваем ниточку. И таким же образом оставшиеся 2 петли одеваем на иголочку и протаскиваем ниточку. Вот наш пальчик закрыт. Ниточку можем сразу затянуть внутрь. Потом уже, когда будем заправлять все кончики, заправим сразу и этот. Вот таким вот образом затаскиваем вовнутрь, хорошенько подтягиваем. И наш большой пальчик готов. И заодно тогда заправим ниточку, которую добавляли. Тоже вдеваем ниточку в иголку. И смотрите, здесь у меня дырочек нету. Но если там есть дырочки, вам не нравятся, то этим хвостиком вы можете эти дырочки закрыть. И таким вот образом вот сюда, в эту петельку, я аккуратно затаскиваю ниточку. И здесь все красиво, аккуратно. Вот наша левая варежка готова. Таким же образом, как левый пальчик, надо провязать и правый пальчик. Там ничего не меняется, все то же самое. Так, я провязала второй пальчик. Пара готова. Это все, что у меня осталось от оба моточка. Вот такие вот симпатичные, мягенькие варежки получаются. Ниточки я уже заправила. Вы тоже самостоятельно заправьте. Обязательно проведите ВТО, чтобы петельки разровнялись, варежки приняли правильную форму. И на сегодня я мастер-класс заканчиваю. Пользуйтесь этим мастер-классом. Вяжите варежки. Внизу в инфобоксе я вам коротко расскажу насчет петель, сколько набирать на S, на L размер. Оставляйте комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не пропускайте мои новые видео. До следующего раза, пока.